Вот уже год, как я начала делать анимации в SFM. Что сказать, время летит быстро. В честь годовщины я решила посвятить отдельное видео своим анимациям, чему я научилась за этот год, и еще кое-что. Впрочем, то, что уже прошел год с тех пор, как я начала делать анимации, вовсе не значит, что я занимаюсь анимацией на протяжении года. Ведь было время, когда я забрасывала SFM на несколько недель или месяц. Так что, судя по тому, что я посчитала, анимацией я занимаюсь где-то 6-7 месяцев. Просто решила сообщить вам об этом. В общем, вы же видели мою первую анимацию? А ведь она могла выглядеть так. Или даже так. Ладно, первая была тестовой анимацией, а второе просто неудачной попыткой. Собственно, для начала я просто хотела поделиться с вами своими первыми работами, тестовые анимации и пробы пера. Первые две анимации родились аж 7 марта 2018 года, когда я вроде как и хотела делать анимации, но все же забила на них. Первая анимация — Алекс, показывающая фак. Да, ну и фантазия у меня класс, оригинально. Конечно, я не собиралась делать анимки по Half-Life, и это было сделано чисто по приколу. Уже тогда я думала, что если я разберусь в SFM, то анимацию буду делать по Сонику. Посему следующей тестовой анимацией было это. И это победная поза Тейлза из 3К. Получилось, конечно, не так, как мне хотелось бы. Затем 20 марта у меня включили интернет, и от скуки я сделала фейспалмящую Мику, после чего закинула SFM до ноября. Итак, первая тестовая анимация, сделанная в ноябре, выглядела так. Во-первых, да, это божеское освещение просто отвратительно, но вроде я даже не запарилась над ним. Во-вторых, да, это дерево. В тот момент я даже не понимала, как двигаются некоторые части тела. Те же крылья вообще двигаются как куски картона. Зато я сразу поняла, как сделать глаза нормальными. А вот некоторые начинающие Соника аниматоры поставляют глаза такими. Камон, это же так легко пофиксить. Ну, в общем, да, это попытка сделать хоть что-то. Конечно, я и сама понимала, что это нужно дорабатывать, посему продолжала усердно работать, дабы добиться хорошей анимации. Следующий тест я начала делать в тот же день и просидела над ним до 3 часов ночи. Конечно, это вовсе не значит, что он получился удачным. Пока я работала над ним, мне, конечно, казалось, что я сделала что-то нереально годное, но, посмотрев итог, я поняла, что это не так. Здесь я впервые попробовала прикрепить к персонажу какой-то объект. В данном случае цветок руки Крим. И также это очень плохо видно, но я сделала фокусную дистанцию. А плохо ее видно, потому что я, судя по всему, не залезала в настройки проекта. Еще к тому моменту я не знала, как разделять дорожки, так что сделала все анимации на одном огромном куске кадра, затем этот кусок копировала, вставила несколько раз и меняла на них движение камеры. Боже, стыдно быть нубасом, однако. В следующем тесте подопытным кроликом снова стала Крим. Перфект каламбур. Конкретно я попробовала себя в физике. Ну и получилось снова не очень. Также в этом тесте есть анимация полета, так как тогда я хотела сделать в ближайшем будущем рекреейшн этой сцены из Sonic X, но в итоге все равно обломалась. Далее мои руки таки взялись за Рик, и год назад я уже говорила что-то такое, с чем его едят. С ним я сделала такую анимацию с Блейз в то же время. Здесь присутствует косяк с руками, который на тот момент я не знала, как исправить. Впрочем, как мне кажется, такая фигня произошла из-за того, что я двигала не те кости. Ну а то, что локоть так вывернуло, связано с тем, что я, собственно говоря, не двигала локоть, ибо не знала, что это так делается. Затем я факнула Рик на некоторое время и пыталась работать без него. Уже тогда я взялась за работу над рекреейшеном. Поначалу я делала просто картон чуть выше моего первого теста и чуть ниже второго. Короче, как-то так. Затем я планировала их подправить и сделать более живыми, of course. В итоге, поняв, что без Рига сделать анимацию какого-нибудь элементарного прыжка довольно трудно, а вот чего-то такого в конечном результате я видеть не очень хотела, через 2 дня я решила вновь попробовать использовать Риг. И эти 2 теста с ним я тоже показывала год назад. Я таки разобралась, как с ним работать. Ну, почти. Колени и локти я научилась двигать через несколько недель. Однако следующая тестовая анимация уже выглядела так. И она даже попала в финальную версию, разве что я ее слегка подправила. Ну и затем я сделала видео, в котором рассказала о том, что буду делать анимации. И для него я, собственно, тоже использовала анимацию. Так как видео было довольно длинным, а закончить с ним мне хотелось поскорее, я решила не тратить лишнее время на качество этой анимации и даже не стала добавлять какую-либо физику. Так что вышло вот такое дерево. Далее мой скилл продолжал расти. Крылья перестали быть картоном, при моргании брови у персонажа опускаются, и ресницы Руж двигаются. Я решила так делать благодаря Generations'у. Там есть галерея персонажей, где ты можешь всех повертеть и порассматривать. Так вот, тогда я заметила, что ресницы Руж двигаются при моргании. Мне это понравилось, и я решила делать так же. С тех пор я стала уделять больше внимания подобным мелочам. В следующие несколько месяцев я усердно работала над своей первой полноценной анимацией. К моему счастью, добиться благополучного результата мне удалось. Кстати, у меня даже была по-быстрому набросанная раскадровка, чисто чтобы мне было на что опираться во время создания тех или иных анимаций. И, как вы можете заметить, последние 2 сцены отличаются от того, что было на раскадровке. Потому что на меня внезапно снизошло вдохновение, и я решила выпендриться. Итак, что мы имеем? За 3 месяца работы в SFM я научилась
пользоваться ригом и нормально двигать руки и ноги, а конкретно колени и локти, делать неплохую физику, научилась делать липсинг, нормально анимировать крылья руж, нормально крепить объект к персонажам и также научилась делать нормальную фокальную дистанцию. В следующие месяцы я научилась делать сцен-билды. Не самые шикарные, но тут уж как могу. Также я нашла способ нормально работать с персонажами, у которых рты находятся сбоку, а не по центру. Допустим, мне нужно, чтобы в одной сцене рот персонажа был справа, а в следующей слева. Но как же это сделать, не меняя модель? Сначала я пыталась сделать это с помощью Mouth Position, но это немного не работает. Совсем. Вообще не работает. И я нашла решение. Сразу же заспавнить 3 модели нужного персонажа. У одного рот должен быть с противоположной стороны. Один будет основным, а 2 других мы расчленим. Дети, отвернитесь. Итак, у основной модели я нахожу Mouth Reference и тяну мордаху под землю. Мордахи 2 других моделей я аккуратно ставлю на основную модель. И затем я прикрепляю эти мордашки к голове основной модели. А 2 ненужные модели хороню заживо под картой. И вуаля! Теперь я могу переключаться между ними при необходимости, и мне не нужно менять для этого целую модель. Ну а как сделать так, чтобы рот прыгнул с одной стороны на другую в одном кадре? Это сложно объяснить, но basically я прячу одну морду под землю, и когда нужно возвращаю ее на место и прячу другую. И все это происходит в течение 1 секунды. Я знаю, вы, наверное, ничего не поняли, но не суть. Когда я начала работать над второй полноценной анимацией, мне нужны были текстуры Мефилиса, которых, конечно же, нигде нет. Я сама сделала их по-быстрому. Нашла способ, как менять текстуры персонажей, и бум-бам, у меня есть Мефилис. Так как у Мефилиса нет рта, а возможности просто убрать рот у модели нет, мне пришлось максимально извращаться, чтобы спрятать этот рот и при этом не повредить саму мордочку. Но она все равно помялась. Внезапно мне также захотелось поменять текстуры и других персонажей. Шэдоу я всего-навсего сделала красные полосы чуть-чуть темнее и поменяла текстуру глаз. Руж же я перекрасила в цвета ее официальных артов. Ну и глаза тоже поменяла. Мне, конечно, вроде как и нравятся ее оригинальные текстуры, но сравнивая мои текстуры и официальные, мне все же кажется, что более нежно-розовые цвета идут ей куда больше. Anyway, создавая этот рекреейшн я, естественно, опиралась на оригинал, так что раскадровки мне уже были не нужны. Тем не менее, что-то от себя я туда тоже добавила. Анимации стали в разы сложнее. Если в первой персонажи в основном просто стояли и говорили, то здесь они ходят, бегают, летают, прыгают, контактируют друг с другом. Мне хоть и казалось это самоубийством, но учиться делать сложные анимации тоже надо. Сама сцена была длиннее предыдущего в 2 раза. Я действительно устала ее делать. А роботы без рига — это та еще заноза в 5-й точке. А также много частиц. Частицы — это просто отдельная история. Я их ненавижу. Вот как запомнить и понять, что делать все эти функции и не убиться в процессе? Каждый раз, когда я вроде как начинала понимать, как это работает, оказывалось, что это, не так, и то, что работало раньше, не работает сейчас. Что? Тем не менее, спустя полгода работы в SFM я научилась делать более-менее анимации ходьбы и другие сложные анимации. Честно, не скажу, что второй рекреейшн получился таким, каким бы я его хотела видеть. Освещение получилось просто отвратительным, и как бы я ни пыталась сделать все лучше, получалось не очень. Тени какого-то хрена мыльные после рендера, хотя в проекте они были четкими. Некоторые анимации я, судя по всему, не до конца допилила, потому что устала. Персонажи в пикселях, судя по всему, из-за зума. Но, тем не менее, над сложными моментами я попыхтела. Стала уделять больше внимания эмоциям персонажей. Да и как по мне, это вполне неплохой результат за полгода работы в SFM. Пока у меня в планах нет ничего касательно SFM. Хотя иногда я делаю небольшие анимации, будь то просто тест или небольшая приколюха для какого-то видео. Или голубиный шедевр. Я даже не ожидала, что смогу делать неплохие анимации, на которые даже мне самой вполне приятно смотреть. А я очень скептически отношусь к своему творчеству. И я довольна. Мне нравится делать анимации, даже очень. Если бы еще все нужные мне модели были в воркшопе, это было бы просто замечательно. Серьезно, фургация и кто-нибудь добавьте уже Марию в воркшоп. Определенно я и дальше буду этим заниматься и совершенствоваться. Спасибо за просмотр. Ждите новых видео, будь то музыкальное видео или в какой-то веке еще одна анимация. Сайонара!